Добрый день, с вами Индумер. Только вышел мод про кота из Stray в Думе, и я тут же бросился его записывать, потому что невероятно интересно, невероятно расхайпленно и невероятно ждал. Давайте сразу, без лишних предисловий, посмотрим, что здесь есть. Я вижу, что немножечко изменена какая-то менюшка, загрузить, сохранить, дополнительные опции, которые есть обычные опции, и просто опции, которые предлагают именно опции этого мода. Мод картошки, Potato мод, уменьшает количество крови и эффектов, также предлагает настроить камеру, точнее, управление. Здесь все довольно банально и дефолтно, кроме того, что есть здесь настройка мяу. Мяу. Я поставлю на М, раз мяу начинается на М, значит будет на М. Все остальные настройки примерно так же, как мои стоят, и настройки камеры. Дистанция камеры, высота, я думаю, что здесь все стоит как нужно, здесь тоже особо ничего менять не буду. Ну что, поехали посмотрим. На выбор додается кот из Стрея или кот из Стрея со шлемом. Ну, я хочу для начала посмотреть на кота. Можно также зарандомить себе кота. Ну что же, я возьму пока что кота без шлема и посмотрю, как он будет выглядеть. Интересно, что это был за голубой экран такой. И да, действительно, вот он, этот милый катан, рыжий, действительно он, точно такой же практически как в игре, довольно резко разворачивается, но это обусловлено тем, что у каждой модели в Думе всего 8 углов спрайтов, пусть эта модель и анимирована и круто выглядит, но тем не менее подчиняется законам. Также кот может прыгать, над головой висит у кота дрон, который стреляет вне зависимости от того, куда катан смотрит, поэтому, в общем-то, этот дрон будет защищать нас везде и всюду, как бы мы и где ни находились. Катан бегает довольно быстро и забавно, действительно бегает как настоящий обыкновенный кот. В общем-то, сильно не парится. С пистолета, конечно, не очень удобно стрелять, но я сейчас попробую поиграться. Для начала хочу разглядеть модельку кота получше. Прыгает довольно уверенно кот и просто стоит на месте, переминая с лапы на лапу, когда я прекращаю ходить. И просто останавливается, покачивая ушами и вороча своей мордочкой. Прекрасный кот, очень детализированный. Мяу, крикнул, несмотря на то, что я стреляю, он сам по себе садится, когда я не двигаюсь. То есть у него такое вот анимация ожидания какая-то есть. Он присаживается, начинает вылизываться, после этого просто ложится. И неужели уснет? Или так и будет с таким довольно нахальным видом лежать и ожидать моих действий? Нет, он действительно уснул, он реально уснул. Я не могу приблизить камеру поближе, чтобы посмотреть на это, но он просто прилег и задремал. Какой милый, какой прекрасный катан. Ну что же, очень хорошо. Если я присаживаюсь, то он ничего не меняется, просто камера опускается. Понятно, в общем, у него есть анимация ожидания. Поднял бензопилу. Интересно, как она будет здесь работать. Да никак, судя по всему, этот дрон будет просто пилить в мели. И ничего особого. Забавно то, что кот вообще никак не реагирует на все эти смертоубийства и на все то, что происходит. Он просто с невозмутимым лицом, с невозмутимой мордахой бегает и смотрит на то, что творит его дрон. Как будто совершенно не принимая участия в этом. Очень забавно. Очень качественная и сочная моделька катана. Недовольно мяучит, когда по нему попадают. Попробую нажать на букву М. После того, как убью этих мобов. Этих импов. Которые подъедают моего кота. Итак, М. Звуки мявов еще и разные при этом, но довольно в одной тональности, что и очевидно, потому что это же все-таки кот. Едва ли он будет мяукать на совершенно разные октавы и диапазоны высоты и низины, низоты. В общем, ни низко, ни высоко, просто будет мявкать, как обычный кот, но при этом слегка по-разному. Что ж, очень хорошо, практически прошел я первый уровень второго Дума, посмотрел уже на все анимации кота. И, в общем-то, я не вижу какой-то особой особенности здесь, в том плане, что этот мод никакого геймплея вроде как не предоставляет. То есть это просто моделька кота и возможность побегать за Думгая, Думкэта. Это уже не Думгай, это Думкэт. Побегать за него с видом от третьего лица. То есть именно это все, что предлагает нам этот мод, и ничего, в общем-то, большего. Прикольно, что оружие такое какое-то все маленькое и забавное. Так выглядит необычно. Ну что же, практически закончился уровень, но я, конечно же, попробую несколько фишек, прежде чем выйти, потому что вроде как, я не думаю, что здесь есть прямо очень многое, на что можно посмотреть, потому что все довольно дефолтно. Поэтому я просто возьму и поставлю несколько кибердемонов. По крайней мере, пока что одного, и дам себе оружие для того, чтобы посмотреть, как это, в принципе, будет вообще. Также напишу чит на неуязвимость
Кот почему-то недовольно мявкнул после того, как я это сделал. Интересно, как это показано на худе? А никак. Худа просто нету. Я нажимаю на уменьшение экрана, и происходит вот это. Это все, что здесь есть, в общем-то. Так что я играю на своем дефолтном худе, с которым я все время играю. Аптечка, правда, немного по-другому выглядит, но здесь, видимо, предметы перерисованы некоторые. Итак, что у нас есть? Судя по всему, у меня есть только пила, у меня нету кулака, я не могу бить кулаком, потому что ничего не переключается, ничего другого не происходит. Не знаю, почему так. Ну, пистолет есть пистолет, двустволка. Тоже обычная, в общем-то, двустволка. Да и винтовка тоже. Странно, почему кулака нет. Я бы хотел, чтобы этот кот царапался. Пулемет. Рокет лаунчер. Вот с рокет лаунчера как-то стало стрелять намного удобнее, учитывая, что кот даже бежит лицом к экрану, считайте, в обратную сторону, а дрон стреляет туда, куда надо. Такое чувство, как будто это увеличивает прицеливание и вообще удобство использования. С плазмогана, кстати, тоже как-то намного удобнее стрелять. То ли все дело в виде от третьего лица? Но реально из оружия стрелять намного удобнее. Мне кажется, то, что это тактическое использование тоже и может какое-то иметь. Что ж, это довольно забавно. В этот раз я попробую поставить сразу несколько киберов. Для того, чтобы смачно поразваливать их из БФГ. А иначе зачем мы сюда, в принципе, вообще зашли? И, в общем-то, это все, что действительно этот мод пока что может показать. Единственное, я хочу посмотреть на кота со шлемом, потому что эта моделька... Шлем не предполагает, то есть это просто мордочка кота, ничего больше. Почему этот кибер просто встал? Он то ли застрял, то ли устал, то ли он не обижает котов. В принципе, я могу его понять, в таком случае это хороший, правильный, грамотный, умный кибер, и мне очень жаль, что я убил тебя, товарищ. Поэтому давайте посмотрим на кота со шлемом. Ну, вот так вот выглядит кот со шлемом. В общем-то, тот же самый кот, только со шлемом выглядит немножко глупо, если честно, потому что шлем этот как пятое колесо, вообще как собаки, лишняя нога. Ну, очень странно, но в то же время и довольно мило. Забавно, что он вылизывается сквозь шлем, я так и думал, что так будет. Что-то в этом есть, но это дань уважения той игре, в которую мы играем, но для самого вида кота как-то это не очень-то, в общем-то, и подходит. Мне кажется, все-таки приятнее играть за кота просто с его дефолтной мордочкой. И забавно, что анимации эти проигрываются сами, когда ты просто на месте стоишь, это довольно тоже здорово. Что ж, вот такой вот мод, в принципе, удалось так быстро обозреть его весь. Я не думаю, что здесь дополнительное что-то есть, потому как автор только как горячий пирожок его выпустил, поэтому ничего большего здесь пока что нет, но планируется очень-очень и очень много к добавлению. Немало шума наделал этот мод, поэтому я думаю, что я в актуальное время его выпустил, поэтому посмотрите, поставьте, поиграйте сами, если охота, и, в общем-то, отпишите свое мнение по нему в комментарии. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свое мнение в комментарии под этим видео, как я уже сказал. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск, до встречи в следующих уровнях, модах и прочем. Пока!